Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я покажу вам, как связать вот такую вот шикарную сумку шопер. Вяжется она очень просто. Причем такая модель вообще шикарно смотрится и на пляже, и в повседневке. Кстати, она идеально смотрится в любом цвете. Вот абсолютно в любом цвете эта сумка будет смотреться идеально. Всякие яркие цвета, красные, желтые, зеленые, яркие, такие оранжевые, как у меня. Цвета подойдут на лето, и также можно использовать какие-то постельные оттенки, да, коричневые, бежевые и так далее. То есть в любом цвете эта сумка будет смотреться шикарно. Эту сумку я связала, обвязывая канат шнуром 2 миллиметра. То есть вот такой вот у меня был канат. Смотрите, у меня вот здесь вот такая пасма. Я взяла сразу 50 метров. У меня есть разные. В общем, здесь у меня 6 миллиметров канат. Вот такой вот канат. У меня ушло ровно 22 метра. У вас может немного разное количество получиться. Там плюс-минус полметра. То есть это все зависит от того, насколько вы сильно хотите трапециобразную сумку. То есть если вам не нравится вот такая вот ширина, вот такой вот переход, и вы хотите немного сильнее себе переход, то без проблем вот здесь вот мы делали вот до этого, до середины делали прибавки, вы можете продолжить делать прибавки до конца сумки, и у вас получится более такая трапециобразная сумка и такой более явный переход. Шнур я использовала карамель Baby. Получается, здесь идет, смотрите, толщина 2 миллиметра, длина 200 метров, вес 150 грамм, плюс-минус. В общем, 2 мотка ровно ушло. Если вы будете использовать какой-то другой шнур, то это примерно 400 метров. Также можно использовать шнур не только 2 миллиметра, да, как я. У меня, кстати, здесь в этой сумке цвет мандарин называется. Так вот, можно использовать этот шнур 3 миллиметра, тоже смотреться будет шикарно, и расход, соответственно, уменьшится немного. Но тут, в принципе, решать вам. Также и ручки. Смотрите. У меня здесь вот такой вот размер ручек. Вы можете сделать эти ручки побольше, то есть провязать еще один ряд с канатом. У меня здесь получается один канат. Вы можете сделать 2 каната, да, то есть 2 ряда, и у вас получится примерно вот такой вот ширины ручка. То есть здесь это уже будет зависеть от вашей фантазии. Мне, допустим, нравятся вот такие вот ручки маленькие. Очень классно смотрятся они. И, в общем, давайте я вам покажу эту сумку внутри. Вот такая вот она вместительная. Сюда очень много всего помещается. И, кстати, узор очень классно смотрится и внутри. Здесь вообще, в принципе, не нужны никакие подклады. Но если вы хотите, если вы любите подклады, можете и сделать. Также можно сделать вот здесь вот замочек, да, какую-то кнопочку. Или есть такие замки, которые как мини-мини клапан, да, такой вот так вот кусочек эко-кожи, и вот так вот тоже на кнопке закрывается. То есть здесь, в принципе, любая фантазия, все, что хотите, можете сделать. Я, допустим, не люблю сумки, которые вот вечно там мучатся с застежками и так далее. Мне нравятся вот такие вот сумки, которые не закрываются. Вообще шикарно это все смотрится. И вот такая вот сумка у нас с вами получится по итогу в конце видео. По размерам, смотрите, у меня в ширину вот так вот получается 40 сантиметров. В высоту от самой верхней точки до начала дна у меня здесь 27-28 сантиметров, плюс-минус, там зависит от того, насколько, чего я положу в эту сумку. И длина с ручками получается полностью вот так вот, если от начала ручек до дна, получается у меня 60 сантиметров. Кстати, крючок я буду использовать номер 3,5. Здесь уже дальше точно так же, если вы будете использовать шнур 3 миллиметра, тогда вам лучше взять крючок 4,5. Поэтому здесь все тоже крючок подбираете под свой материал. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам сказать. Если что-то забыла, если у вас по ходу дела появятся какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях, всем отвечу, помогу, подскажу. И давайте уже перейдем к вязанию непосредственно самой сумки. Итак, смотрите, у меня уже есть готовое связанное дно. О том, как связать такое дно, у меня уже есть видео на канале, поэтому ссылочку я оставлю где-нибудь вот здесь в углу. Переходите по ссылке, вяжите. А сейчас давайте я вам объясню все нюансы, потому что в том видео немного другое количество петель мы набирали. Во-первых, по размерам у меня дно получилось в длину 27 сантиметров, в ширину 14,5 сантиметров. Итак, смотрите, набираем цепочку из 34 воздушных петель. Также во вторую петлю от крючка начинаем вязать, провязываем столбики. Здесь в последние 2 воздушные петли делаем прибавки. То же самое повторяем с этой стороны. Вот здесь в промежутке, получается, по прямой, без изменений, мы с вами вяжем по 31 столбик.
Здесь в поворотах с каждой стороны в каждом новом ряду у нас добавляется по 5 столбиков. Получается, делаем мы в каждом ряду по 5 прибавок. Такой момент. Вот здесь, вот в этом предпоследнем ряду, получается, это у меня раз, два, три, четвертый ряд. Здесь у меня должно было идти по рисунку 3 столбика и прибавка. Я немного изменила рисунок и сделала через 1 столбик прибавки. Так как шнур у нас всего 2 миллиметра, и вот здесь, видите, уже начал просвечиваться канат, немного пришлось добавить столбиков. Вот это вот одно отличие получается от того дна. И вот здесь получается дальше я уже вязала не 4 столбика и прибавка, а 5 столбиков между прибавками у меня здесь. То есть мы, грубо говоря, один ряд пропустили, потому что в этом ряду мы сделали не 5 прибавок, а 10. В итоге по кругу у вас должно получиться 132 столбика. И теперь смотрите, еще один момент. Чтобы по кругу у нас получилась вот такая вот красивая коса, то есть наши столбики скрывались между вот этими вот косами. Вязать мы будем не как в том видео, да, вот таким вот образом за вершину. Вот так вот, да, я вставляла там крючок. А в середину вершины и захватывать будем только заднюю стеночку. И вот эта вот красивая часть у нас с вами останется вот здесь вот спереди в вязании с лицевой стороны. Теперь так, помощников все своих уберу, они мне больше не нужны пока. Переходим к вязанию стенок. У нас по кругу с вами 132 столбика. Делим их на 12, получается у нас 11 столбиков. И таким образом через каждые 10 столбиков нам нужно сделать с вами прибавку. И такой момент, смотрите, мы сейчас с вами будем поднимать стенки. Если раньше мы с вами, у нас канат шел вот таким вот образом, теперь мы кладем его вот так вот на вершину. И получается, видите, начинаем закруглять наши стеночки сумки. Вставляем крючок в середину вершины, захватываем только заднюю стеночку. Нить, смотрите, чтобы у вас не перекручивалась, потому что шнур 2 миллиметра, он и так тонкий, а если перекрутится, будет совсем тоненько. Провязываем первый столбик. Немножко неудобно на камеру делать. Шнур тонкий, пришлось слишком низко опустить ее. Итак, первый столбик, далее второй столбик. Также в середину вершины вставляем крючок, подтягиваем, поправляем все столбики. 2. Здесь подтянули друг к дружке, чтобы у нас не образовывались промежутки между столбиками и не просвечивался канат. 3. 4. Подтягиваем. 5. Смотрите, для чего мы делаем сейчас вот эти вот прибавки, 12 штук, да? Это для того, чтобы у нас тоже при поднятии стенок не образовались дырочки между столбиками, мы добавим еще несколько штук. Так. 8. 9 и 10. Столбики подтянули, канат поправили, все расправили. И теперь делаем прибавку. Получается, через каждые 10 столбиков в 11 столбик мы с вами будем делать прибавку. Раз. И в эту же петельку мы вставляем крючок и вяжем второй столбик прибавки. Вот так вот. У вас это должно получиться. Обратите внимание, наши стеночки немного подкручиваются. Поправляем это все дело хорошенько. И вот так вот у нас должно с вами получиться. Такая слегка поднятая стеночка. Таким образом довязываем с вами до конца ряда. Думаю, здесь никаких сложностей у вас не должно возникнуть. 10 столбиков провязали, сделали прибавку, еще 10 столбиков провязали, прибавка. Далее так вяжем до конца ряда. У вас должно получиться 12 раппортов. Ну вот я довязала свой ряд до конца, сделала 12 прибавок по кругу. Вот что у меня получилось. Видите, у меня вот так вот поднялись мои стеночки с этой стороны и с этой стороны. В общей сложности по кругу у вас должно было получиться 46 столбиков. Теперь смотрите, в произвольном порядке мы с вами отмечаем, находим середину.
То есть примерно, да, делим дно пополам, так как количество у нас столбиков может быть немного разным с этой и с этой стороны. Почему? Потому что кое-где вы сильно подтянули их друг к другу, кое-где не очень, и поэтому немного количество столбиков у вас может отличаться, да, с одной половинки и с другой. Поэтому произвольно делим. Находим, вот она наша середина, отмечаем центр с этой стороны и также отмечаем центр с этой стороны. Высчитывать количество столбиков не обязательно. Если хотите, можете посчитать, но тогда, возможно, еще раз повторюсь, возможно, у вас немного будет разное количество столбиков, потому что, опять же, повторюсь, каждый натягивает все это по-своему, да, кто-то где-то сильнее подтянул, пододвинул их поближе друг к другу, да, вот здесь вот, допустим, у меня не так сильно, а вот с этой стороны у меня прям так плотненько они сидят, и как бы я это по себе заметила, поэтому и вас тоже предупреждаю. То, что дети постоянно отвлекают, ты где-то там подтянул, убежал, прибежал, продолжил вязать, там не подтянул, и в итоге вот так вот получается. Я пыталась, конечно, посчитать, но в итоге у меня выходит с этой стороны где-то столбика на 4 больше, чем с этой стороны. Поэтому и немного маркер, получается, съезжает, поэтому визуально делим наше дно пополам. И вот в этих местах, да, по бокам, получается, в каждом новом ряду мы будем делать прибавки. То есть от одного маркера до другого маркера мы вяжем без изменений. В каждую вершину по одному столбику. В местах, где отмечено маркером, мы делаем по одной прибавке. В этом месте 2 столбика провязываем в одну вершину. И в этом месте 2 столбика в одну вершину. Дальше от маркера до маркера мы вяжем без изменений 1 столбик в одну вершину. То есть сумка вяжется, ну, очень-очень просто. Так, у меня немного все запуталось. Поэтому самое главное у нас это следить за нитью, чтобы она не перекручивалась, так как, еще раз повторюсь, да, шнур у нас 2 миллиметра, он очень тонкий. И аккуратненько подтягивать столбики друг к другу, чтобы у нас не просвечивался канат. Вот так. И смотрите, пожалуйста, когда я говорю подтягивать столбики друг к другу, это не значит вытягивать канат. Потому что если вы вытянете канат, у вас все вот так вот соберется. Поэтому будьте внимательны. Канат у нас лежит на месте. Мы только прижимаем столбики друг к другу. И продолжаем вязать до маркера. Одинарные столбики без изменений. После того, как мы провяжем прибавку в месте, где отмечено маркером, не забудьте отметить это место заново, потому что в каждом ряду мы будем делать в этом месте прибавки. Вот так. Смотрите, я довязала до своего маркера, не довязала один столбик и хочу вам кое-что показать. Как я сказала в самом начале, если вам не нравится такая ширина, такой подъем, как у меня, да, сумки, вы можете здесь, в этом месте, добавлять не по одному столбику, да, делать не одну прибавку, а 2. Это примерно где-то вот так вот. В этом месте сделать 2 столбика, дальше провязать 3 столбика и сделать вот в этом месте при вторую прибавку. Я вам сейчас покажу, да, примерно. Маркер пока не трогаю. Вот так. 2 столбика. Дальше, видите, у меня 1 столбик до маркера и стоит маркер. Убираем маркер, провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. И делаем в следующий столбик еще одну прибавку. 1. И в эту же петельку провязываем 2. Вот так у вас это будет выглядеть. То есть 2 прибавки будет в этом месте. Вот здесь вот в центральный столбик мы с вами одеваем маркер, чтобы не запутаться. Получается 3 столбика посередине мы провязываем одинарные и по краям делаем прибавку. Если вас устраивает такая же ширина сумки, как и у меня, то вот здесь вот в этом месте вы делаете одну прибавку. Так, распущу. Получается, у меня был 1 столбик до маркера. Дальше вот в этом месте у меня был маркер. Я провязываю прибавку 2. И дальше, получается, продолжаю вязать одинарные столбики. 1, 2 и так далее. То есть вот таким вот образом.
Так, немного поправлю сейчас, чтобы было видно. У вас будет выглядеть, если вы будете вязать так, как вязала я. Теперь здесь, в принципе, ничего сложного. Продолжаем вязать дальше по прямой одинарные столбики. Доходим до этого маркера и в зеркале повторяем то, что сделали здесь. Так, сейчас отмечу, чтобы не забыть, да, получается, вот прибавка, мы в нее вставили маркер. И повторяем вот с этой стороны то же самое, что мы сделали с этой. Если у вас здесь 2 прибавки, то и с этой стороны мы тоже делаем 2. Если с этой стороны у вас 1 прибавка, то получается с этой стороны тоже делаем 1 прибавку. И вот смотрите, здесь уже с этой стороны я провязала второй ряд рисунка, и вот как это все выглядит. Вот так вот аккуратненько. Не забывайте, пожалуйста, о том, что в конце, то есть в самом верху, ваша сумка еще сложится пополам, и она еще сильнее уйдет в стороны. Поэтому трапеция будет намного сильнее выражена. Думайте, прежде чем что-то сделать, обязательно думайте, сколько прибавок вы здесь хотите добавить. Также можно и раскидать эти прибавки вот в эти места, то есть где-то в поворотах сделать. Здесь уже это все работает на вашу фантазию. Давайте продолжим вязать. Не забываем пододвигать наши столбики друг к дружке, чтобы у нас не было между ними просветов. И следим за тем, чтобы нить не перекручивалась. Вот так. Вот смотрите, я довязала в высоту 11 рядов, у меня закончился моток. Так что можете посмотреть, вот на что нам хватает с вами 200 метров мотка карамель мини. Теперь давайте померяем высоту, сколько у меня получилось. Почти 14 сантиметров. 13,5, если быть точнее. И смотрите, давайте вот так вот, чуть-чуть слегка я ее сверну, потому что примерно вот в таком вот состоянии она у нас будет носиться. И вот здесь у меня в ширину получается почти 26 сантиметров. Теперь смотрите, нам осталось присоединить новый моток и продолжить вязать. До момента вывязывания ручек нам нужно провязать с вами еще 10 рядов. Давайте теперь я покажу вам, как присоединить новый моток вот такой вот тоненькой пряжи. И теперь смотрите, что мы делаем. Вставляю крючок в вершину нашей петельки. Вот что у меня получилось. Вытянула петлю, но не провязываю ее. Хвостик оставляю. Теперь беру нить от нового мотка и провязываю нашу вершину нитью нового мотка. И вот как это будет выглядеть с обратной стороны. Вот так. Теперь хвостик от нового мотка я убираю в сторону, беру рабочую нить, и вот этот хвостик, который у меня остался от вот этого вот столбика, да, вот он, смотрите, расходится. Вот этот хвостик я сейчас буду прятать в вязание вместе с канатом. А вот этот хвостик, который у меня вот он от вершины, да, видите, выходит, его я спрячу в следующем ряду точно так же вместе с канатом. То есть ничего здесь сложного нету, продолжаем вязать точно так же, как мы вязали, и параллельно прячем хвостик вместе с канатом. Вот так. Вот эта петелька у нас немножко будет расходиться, распускаться, не переживайте. Потом, когда мы в следующем ряду начнем ее прятать, она у нас подтянется и все будет хорошо. Вот так вот. Видите, у нас нить прячется с канатом вместе. И вот как это выглядит с обратной стороны. Видите? Вот он наш хвостик, который прячется. А этот хвостик мы с вами спрячем в следующем ряду. Вот такой вот аккуратненький способ соединения, когда у нас идет с вами тоненький шнур. Вот смотрите, я дошла до этого момента, где у нас второй хвостик остался, и вот что у нас получилось. Теперь продолжаем вязать точно так же. Вставляем крючок в нашу воздушную петлю, выкладываем канат, придерживаем наш хвостик, ставили сначала под вершину, далее положили наш хвостик вместе с канатом на крючок и продолжаем вязать. Вот таким вот образом. И сейчас покажу вам, что получается на обратной стороне. Вот так. Вот мы с вами провязали несколько столбиков. И вот что у нас получается внутри, видите? Никаких соединений, ничего не видно.
А вот этот хвостик мы с вами продолжим дальше прятать в вязание. И смотрите, вы уже, наверное, заметили, да, я убрала свои маркеры по бокам. И вот здесь вот после того, как мы с вами ввели новый моток, прибавки мы больше не делаем. Вы, в принципе, можете продолжить делать прибавки, если вам не нравится такая форма, да, то есть вы хотите больше, чтобы она уходила в стороны. Просто вот здесь вот, смотрите, когда готовая сумка будет, и мы возьмем ее за ручки, она у нас вот таким вот образом стянется, да. И вот здесь, обратите внимание, у нас еще больше образуется трапеция, да, такая вот форма трапеции. Поэтому, если мы здесь оставим без прибавок, и потом в итоге, когда мы провяжем еще 10 рядов, да, получается уже 9, один я провязала, у нас наша сумка все равно пойдет в бока немножко, когда вот так вот сложится вместе с ручками. Вот таким вот образом. Видите, когда мы ее складываем, она вот в эту сторону увеличивается. Еще 10 рядов вы можете связать самостоятельно, и потом начнем с вами уже вывязывать ручки. После того, как мы с вами провязали с новым мотком еще 10 рядов в высоту, у нас в общей сложности должно было получиться 21 ряд. И теперь давайте замерим, сколько наша сумка получилась в высоту. Она немножко под своим весом наклоняется. Так, получается у меня почти 26 сантиметров. Теперь будем вязать ручки. Вяжутся они очень просто. Для начала нам нужно распределить места, где они у нас будут привязываться. Здесь ничего сложного нету, столбики высчитывать не нужно, как я уже и говорила до этого. Где-то вы подтянули, где-то у вас больше столбиков с какой-то стороны, где-то меньше, да. Может быть, у вас оно все это число выровнялось, да, то есть когда вы вязали, вы распределили все это равномерно. Для себя я определила, что мои ручки будут длиной 60 сантиметров. Вот смотрите, я вам даже сейчас покажу. Приложила вот таким вот образом, довязала до конца, до момента, где у меня будет начинаться ручка, прикладываю сантиметр и отмеряю 60 сантиметров по канату. Вот таким вот образом. Видите? И вот здесь уже, где у меня идет отметка 60 сантиметров, я отметила маркером, прям продела сквозь канат маркер, чтобы потом не запутаться. И теперь до вот этого момента я буду обвязывать свою ручку, и потом вот здесь присоединю ее и продолжу вязать дальше до вот этого момента, то есть там, где у меня начнется следующая ручка. Здесь провяжу свою ручку также 60 сантиметров, потом привяжу ее вот сюда и продолжу вязание, и вот здесь уже мы с вами закончим. Теперь смотрите, как нам найти место, да, где у нас будут с вами ручки. Мы складываем нашу сумку вот таким вот образом пополам, находим, отмечаем маркерами середину, и потом вот здесь, опять же, еще раз повторюсь, столбики высчитывать не обязательно. То есть вы примерно нашли момент, где вам будет удобно, да, ваша ручка. То есть у вас может быть это и пошире, да, вот этот промежуток, и может быть наоборот поуже. То есть вот так вот это все будет смотреться, да, вот здесь вот начнутся ручки. То есть здесь вы уже сами для себя определяете, какой размер ручек вы хотите, да, длину ручек, то есть кто-то может захочет покороче, кто-то еще подлиннее, да, и здесь уже все зависит от вашей фантазии. Я вам скажу так, у меня вот здесь между ручками получается 20 сантиметров, почти 20 сантиметров. То есть сейчас мы здесь еще один столбик провяжем, также вот здесь немного еще один столбик провяжем, и примерно останется у меня где-то 19 сантиметров. То есть вот здесь промежуток между ручками у меня плюс-минус 19 сантиметров. И здесь просто потом смотрите, чтобы у вас с этой стороны и вот с этой стороны осталось одинаковое количество. Прям так же можете померить вот так вот по сантиметрам это все дело. То есть не высчитывать столбики, а вымерить это все сантиметром. То есть вот так вот одинаковое количество также с этой стороны приложили, то же самое получилось. С этой стороны все, у вас все ровно стоит. Самое главное найти вот эту вот середину, да, сложить сумку пополам и найти вот эту середину. И вот здесь вот определиться, чтобы они более-менее шли ровно и соединялись одинаково. Вот так. С этой стороны и с этой стороны. Теперь давайте уже начнем вывязывать ручку. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. Маркер обязательно оденьте, чтобы не запутаться, чтобы каждый раз не измерять. Мы вот до этого момента обвязываем с вами ручку. Теперь, смотрите, здесь, как мы начинаем вывязывать ручку. То есть мы вязали за заднюю стенку вершины нашего столбика. Теперь перед ручкой мы вставляем крючок прям полностью за всю стенку. Вот таким вот образом. Вот, видите, вот так вот у нас должен зайти крючок.
И провязываем один столбик вот так. Далее начинаем обвязывать точно так же столбиками без накида нашу ручку. То же самое количество столбиков здесь не имеет значения. Вы просто обвязываете и подтягиваете вот так вот столбики друг к дружке, чтобы у вас не просвечивался канат. Вот так. Провязали и подтянули. Обязательно смотрите тоже, чтобы ваша нить не перекручивалась, чтобы все столбики были одинаковыми, ровными и аккуратными. Вот таким вот образом мы с вами провязываем 60 сантиметров до нашего маркера, то есть вот до вот этого вот момента. И потом я покажу вам, как присоединить ручку с этой стороны. С этим, думаю, вы справитесь сами. Провязываем самостоятельно. И встречаемся через несколько секунд. Вот смотрите, я обвязала свою ручку. Вот так вот у меня получилось. Для тех, кому очень важно количество столбиков, которые у меня здесь получилось, это примерно 150 штук. Я в конце уже начала сбиваться, ну, там плюс-минус 150 штук. И опять же повторюсь, количество столбиков здесь не важно. Все зависит от вашей плотности вязания, от того, как сильно вы их друг к другу подтянете. Чем ближе вы друг к другу их подтягиваете, тем больше столбиков у вас получится. Теперь маркер вот этот убираем. Здесь тоже убираем маркер. Запоминаем наш столбик и делаем то же самое, что и с этой стороны. То есть мы заводим крючок полностью за всю вершину. Вот так вот, смотрите, это будет выглядеть. Захватываем нить и провязываем столбик. Провязываем потуже, все это дело хорошенько подтягиваем, чтобы у нас здесь ничего не просвечивалось. И дальше продолжаем вязать до следующего маркера уже за заднюю вершину. То есть точно так же, чтобы у нас получилась вот такая вот полукосичка. Столбики подтягиваем. Следим, чтобы ваша нить не перекручивалась. И вот таким вот образом довязываем до следующего маркера. Точно так же, как и с этой стороны, мы начинаем вывязывать ручку. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши ручки получились прям одинаковые, чтобы не было такого, не получилось так, что одна ручка длиннее другой. Потом, после того, как вы ее провяжете с нужную вам длину, точно так же, как и здесь, присоединяем и вторую ручку уже с другой стороны. Вот, смотрите, я привязала вторую ручку, дошла до середины нашей сумки. Вот здесь, вот смотрите, обрезала вот таким вот образом канат. То есть он состоит из 3 нитей. Я сначала обрезала одну, потом чуть дальше вторую и чуть дальше третью, чтобы у нас такой плавный переход с вами получился. И теперь обвязываем до конца ряда наш канат и подтягиваем столбики, чтобы это все было максимально аккуратно. Вот таким вот образом, чтобы у нас ничего нигде не распустилось. Следите опять же, чтобы нить не перекручивалась. И обратите внимание, наши столбики начинают уменьшаться. Вот так. Видите? Постепенно наши столбики уходят на нет. И вот посмотрите, в конце, в последние несколько столбиков я делаю соединительные столбики. Вот таким вот образом. Вытянула нить, я ее уже обрезала, вытягиваю. Вот здесь все это дело подтягиваю. Потом эту нить спрячем в вязание. И вот этот момент мы можем с вами оставить либо так, либо спрятать одной из вот таких вот штучек. Вот, то есть, какую вам больше нравится, да, цветом, такую берете. Они бывают разные. То есть вот так мы ее одеваем. И у нас получается и красивая бирочка, и красивое закрытие ряда. То есть не видно здесь, где у нас заканчивается ряд. Вставляются они очень легко. Вот здесь вот где-нибудь в промежутке мы просовываем вот таким вот образом ее. И вот здесь у нас кружочек выдавливаем и одеваем нашу дырочку на гвоздик. Вот что у нас получается.
Вот такая, в общем, сумка у нас с вами получилась. Вот такие вот ручки длинные. Можно носить эту сумку на плечо, очень удобно. Пляжный такой вариант. Вот так вот она выглядит внутри. Здесь вообще, в принципе, никаких подкладов не нужно. Вот так вот она у нас складывается. Вот такие вот ручки. В принципе, если вам не нравится вот такая вот ширина ручек, да, то есть в толщину одного каната, вы можете провязать, то есть нить вот здесь вот не обрезать в конце ряда, как я закончила вот здесь, да, вы можете продолжить дальше и провязать еще один ряд. То есть вот так вот, допустим, да, вот у вас здесь канат лежит, и вот дальше вы продолжаете вязать, обвязываете еще раз ручку, прикладываете вот так вот канат, и тогда ваша ручка увеличится и будет примерно вот такого вот размера, да, как вот здесь вот наши два ряда. Вот так вот. Для меня это слишком широкая ручка получается. Мне не нравятся такие прям широкие большие ручки, поэтому я решила оставить вот таким вот образом, то есть в ширину одного каната. Если вам, еще раз повторюсь, не нравится, вы можете провязать еще один ряд. Естественно, расход тогда увеличится, но зато вид уже будет совершенно другой, такой, так скажем, да, как нравится вам больше. Еще раз смотрите, вот так вот эта сумка выглядит внутри. Вообще шикарно. Мне очень нравится вообще этот рисунок внутри, очень красиво получается. Очень вместительная сумка, пляжная такая получилась у меня. Про расход, еще раз повторюсь, у меня ушло 22 метра каната вот на эту всю сумку и 400 метров шнура 2 миллиметра. Это получается 2 мотка шнура Карамель Мини от сайта Пряжа Центр. Все, вот здесь можно использовать вот такую бирку, можно не использовать, это уже на ваше усмотрение. Вы можете, кстати, повторить эту сумку из шнура 3 миллиметра, также можно использовать канат. У меня здесь был канат 6 миллиметров, можно использовать канат 8 миллиметров, также можно четверку взять. То есть все будет выражаться только вот в этом месте, да, получается, будут, если вы канат возьмете большего размера, соответственно, у вас здесь будет выше столбики, если меньшего диаметра, то столбики ваши будут поменьше. И получается, чем больше диаметр вашего каната, тем меньше расход. Так что, в принципе, все, что я хотела сказать, я вам сказала. Сумку показала. Еще раз давайте пройдемся. Вот так вот она у нас будет выглядеть. Вообще шикарная сумка. Она идеально держит форму. И теперь, в принципе, спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых других интересных мастер-классов. Всем пока-пока. До новых встреч!